И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами поговорим об альбоме, который представляет интересную комбинацию прог-металла, фанка и Liquid EDM, что в результате подрывает очень огромное множество металлхедов по всему миру. Я только за, потому что надоели свою узколобость называть трушностью. И радует слушателей, которым хочется свежего воздуха в этом душном метально-ПХК-прог каком-то там жанре, где в последний раз проветривали, наверное, с новым релизом Полифии, может быть. Если говорить традиционно, коротко и понятно, то этот альбом — это приятный сюрприз всего месяца, поскольку я не ожидал, что он настолько сильно мне понравится. Вообще с группой Проблемы или группой Иисус, то есть Issues, я был знаком примерно так же, как и с творчеством Sleeping with Sirens, то есть никак. Судя по названию, еще давным-давно у меня складывалось такое, предвзятое впечатление про стереотипный звук в инструменталах и вокале, плюс, поверхностный текст. Такова сила предубеждения, которую я никак не собираюсь бороть. Или побарывать. Я не знаю, не суть. Тем не менее, благодаря нашим традиционным воскресным стримам я впервые услышал трек Drink About It, и уже во время прослушивания протащился тем, как прог-метальные рифы сочетались с тонко высоким вокалом на грани автотюна и узнаваемости тембра. Короче, было хорошо, но стало реально еще лучше после трека Flexin, в котором был и фанк, и электронные биты, и очень-очень много стёба, которого не поняла целевая аудитория, что означает, что стёб сработал идеально. После таких абсолютно полярных синглов стало реально интересно ждать, что собирались выкатывать ребята в конце концов в финальном релизе. Другими словами, ожидания от альбома были более чем высоки, как вы сами можете себе представить. Альбом «Прекрасное забытье», то есть Beautiful Oblivion. По словам группы, рассказывает о том, как можно и нужно переживать далеко не самые приятные годы своего существования, полные токсичности, аддикции и невозможности успокоиться и принять себя как должное. Именно этот процесс ухода от темных впечатлений и опытов к более светлым, более ярким и приятным изображен на обложке альбома. Причем довольно понятно с первого взгляда, что никоим образом не сказывается негативно на ее стильности, безусловно. Естественно, это еще один очередной музыкальный релиз на тему перехода от плохого к хорошему, да? Так почему мы вообще должны обращать на это внимание? Обратить внимание стоит, по крайней мере, на некоторые фрагменты текста, которые очень даже интересно выглядят. Первые два трека немного с отличного и привычного ракурса рассказывают о проблеме алкоголизма из-за кого-то, чего-то там. Потому и поется, что может быть у меня мутно в глазах, но ясно в голове. Или сколько раз я сделал тебя своим поводом напиться. Причем по форме этот, как и остальной текст, вообще не блещет. И глубиной содержания точно так же он не блещет вообще. Но какие-то личные и абсолютно не клишейные взгляды на избитые тематики делают его, слегка ценнее всего того, что подается в среднестатистическом тексте любого другого современного рок-метального альбома. Потому-то мне и понравилось сравнение негативных людей с дождем, который тащится за героем альбома и поганит ему жизнь. Мне также понравилась идея, что это нормально быть гордым за то, что ты второй лучший в своей жизни, и не нужно вписываться за людей в таком случае, когда они просто довольны собой, как у них все есть на самом деле. Да даже стебный текст про пустопорожний флекс в соответствующем треке выглядит отдушиной, поскольку все настолько осерьезнели, что даже юморок про нищенский флекс воспринимают негативно. Тот же и довольно эмоциональный текст про нелюбовь к женщинам, да, не потому что лично, а потому что, вообще, да, вы поняли, я надеюсь. И все это дело суммируется и подводится итог в титульном треке, поющем о музыке как о прекрасном забытие. Но этот же лейбл можно размазать и по вышеупомянутому тексту альбома, да, символом алкоголя, символом бабок, символом токсичных отношений, а собственно почему нет. Очень интересный выбор стилистик здесь и их комбинация из трека в трек. Конечно, без филлерных куплетов не обошлось аж никак, которые держались исключительно на синтовом бите и легком подыгрывании баса, но оно было мелкое и наблюдалось в паре треков как раз для того, чтобы, как-то разбавить динамикой мощный припев. Тут альбому не откажешь. Серьезно, припевные вокальные линии прописаны шикарно композиционно и исполнены эмоционально и всегда к месту. Вообще, работа вокала здесь была равнозначна сильной работе господ инструментальщиков, естественно, с группы, поскольку в 90% треков они либо номинали прогрессивные рифы или тяжелые семиструнные грувы, либо давали безумно кочевый фанк на перегруженном звуке, который не оценить могут только
слушатели. Ну, не устану про них напоминать, уж извините. Сложилось как раз-таки схожее впечатление с альбомом Sleeping with Sirens, где очень низко-грувово тяжелый инструментал контрастировал вокалу как раз до той самой степени, когда он не начинает звучать отдельно. Структурно все довольно традиционно и понятно, но само исполнение делает чудеса, поскольку из однотонных секундных прорывов гитары в куплетах можно запросто услышать там сложносоставные рисунки на припевах. Часто складывалась некоторая ассоциация с тессерактами как раз из-за тона гитары и минималистичных рифов, собственно, в куплетах. Да? При этом, при всем, выскакивало постоянное дежавю с чем-то посередине между Northlane и Dance Giving Dance, поскольку тяжесть одних и хаотичная игривость других органично уживались почти в каждом треке. С альбома было дано традиционное 3 сингла, что является нормальным. И тем не менее, они одновременно характеризуют его полностью и не характеризуют его никак. Музыкально в нем очень много различных контрастов, которые делают альбом не похожим на что-то другое, даже в жанре прог-металла. Ровно так же, как и делают прослушивание очень и очень развлекающим. Это серьезно, один из самых неожиданных и приятных моему уху альбомов, поэтому для меня это 4,5 из 5. Наконец-то начали появляться альбомы, не похожие на других, ровно как и песни, вызывающие контрастные эмоции и впечатления. Таким любому искусству и стоит быть, на мой взгляд, на балансе техничности и непохожести на других при общей какой-то там понятности. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере, ссылочку к нему вы найдете в описании к данному видео. А так это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.